Утро началось как обычно. Холодный ветер, который любит подбирать звуки, и небо, пролившее спокойствие над городком. Но ничто не было обычным в тот день на Кедровом ряду. Свое молчаливое напоминание о судьбе неслышно шептала собака. Не лаяла, не рычала, не просила внимания. Она только плакала. Тихие прерывистые звуки срывались с ее зубастого рта, когда она медленно двигалась вперед, таща за собой большой черный пластиковый пакет. При каждом шаге пакет царапал асфальт, оставляя за собой темную, влажную, мокрую полосу. Не кровь и не вода, что-то промежуточное, что-то, чему не место на улице. Люди проходили мимо, как будто это была только часть улицы, часть утреннего шума. Кто-то констатировал: наверное, нашла это в мусорном баке, чтобы поскорее уйти. Но собака остановилась, подняла голову, и одна слезинка скатилась по щеке, как таяние солнечного льда на стекле. Не драматично. Это было по-настоящему. Ее тело устало от того, что сердце знало уже давно. Маргарет Коллинз шла утренним маршрутом, закутанная в старое серое пальто, не думая ни о чем важном, как и положено человеку, который только просыпается в городе, где каждое утро звучит по-новому. Она заметила собаку, и в ее груди что-то защемило. Точная боль без описания, без слов. «О, милая!» – прошептала она. Собака не приблизилась, сжала сумку крепче. Маргарет шагнула ближе. Собака отступила не из гнева, а из страха, ведь страха приходит со временем, и оно не всегда приносит ответы. «Я не возьму это», — сказала Маргарет, тихо поднимая руки. «Я обещаю». Но собака дрожала не от холода, а от нетерпения. Маргарет опустилась на колени, смотрела в глаза своей странной спутнице и пыталась говорить спокойно. «Что бы внутри ни было, ты не будешь делать это одна». В этот момент рядом остановилась молодая женщина по имени Лена и предложила свою машину. Взглянув на плечи и на тяжелый пакет, она не спешила судить. Она знала, что иногда помощь – это просто быть рядом. Они взяли путь к маленькой ветеринарной клинике, дорога казалась бесконечной, а каждый ухаб – новым испытанием для собаки. Маргарет держала руку на пакете, шепча слова, которые не произносила много лет. Молитвы, которые когда-то защищали ее от холода и одиночества. В клинике ветеринар выслушал их, прежде чем открыть пакет. Он аккуратно разрезал узел, и в комнате наступила тишина, тяжелый воздух, пропитанный ожиданием. Внутри лежал крошечный щенок, едва дышащий, худой, завернутый во влажные ткани, которые больше не согревали. Грудь малыша неровно вздымалась, будто каждый вдох давался ему через тяжелую борьбу. Щенок шевельнулся, и пес, который держал его на сердце, издал слабый звук. Не плач, а облегчение, глубокое освобождение, которого никто не ожидал. «Он жив!» – почти шепнул ветеринар. Затем последовало объяснение. Это не был несчастный случай. Это было нечто иное, и то, что казалось мусором, оказалось теплом. Имя Лайт пришло позже. В больнице щенка положили под теплую лампу, а рядом лежала его мать. Та собака, что привела к ним людей, но не смогла быть согретой своим теплом до конца. Лайт стал тем огоньком, который не согревает сразу, но дает направление в темноте. Маргарет и Лена не спешили с выводами. Они знали, что путь к дому начинается с дела, с присутствием рядом, с тем, что не отталкивает, а принимает. Ночь прошла долгой, а утро принесло решение. «Они поедут со мной домой», — сказала Маргарет. Светлая тень улыбки мелькнула на ее лице, когда Лайт, тихо прижавшись носом к ее ноге, нашел свой спокойный уголок в ее мире, пусть еще и чужом.
Связь между ними не была мгновенной, собака не прыгнула от радости и не ликовала. Она просто прислонилась к ноге Маргарет и, наконец-то, позволила себе отдохнуть. В городе на Кедровом ряду начали появляться незаметные изменения. Люди ставили миски с водой у дверей, проверяли сумки, перестали отворачиваться. Иногда спасать жизнь значит не силой, а смелостью остановиться, заметить и принять. Дом Маргарет был не столько домом, сколько убежищем для давно забытых вещей. Старые кресла с потертыми обивками, ржавые фрагменты ложных воспоминаний и библиотека с забытыми названиями. Но в этом месте Лайт нашел не только тепло, он нашел присутствие. Лейтенант в ее глазах — та самая искра, которая напоминает, что мир может быть мягким, даже когда он суров. Маргарет стала для Лайт чем-то вроде окна. Через нее можно было видеть улицу, не одну из тех улиц, где плакали и собирали мусор, а место, где можно дышать спокойно. Лена помогла. Не просто дать ей ездить на машине или везти к врачу, но и быть рядом в моменты, когда страх приходил снова. Светлана, как назвали ее в документах клиники, не потому, что она была светлой, а потому, что имена пахли новыми начала, стало словом между ними. Лайт начал учиться новому ритму жизни. Ходьба без сумки, дыхание, которое не требует такой силы, чтобы выжить, и глаза, которые учатся смотреть и видеть мир без постоянной угрозы. Маргарет же училась снова слушать себя, не через забытые молитвы, а через музыку, дыхание и тишину, в которую Лайт выносил ритм жизни. Ее старое пальто стало обрамлением для новой истории. Каждый гудок трамвая, каждый шаг по лужам – все это становилось частью большой симфонии, в которой Лайт занимал место центральной ноты. Она почувствовала, как сердце, ранее сжато в тревоге, наконец расправляется. Светлая тень Лайт на стенах дома стала для соседей символом перемены. Появлялись люди, которые приносили пироги и костья, приносили сами себя в виде разговоров у порога. Маленькие актеры города, дети из соседних дворов, начали приносить игрушки и ковер для Лайт, чтобы ей было комфортнее в доме. В ответ на это собака перестала плакать так часто. Ее прерывистые звуки стали более ровными, похожими на тихие сбросы боли, которые очищали воздух вокруг нее. В глазах появлялись искры. Не леденящее льдом восприятие опасности, а любопытство к миру и к тем людям, которые могли стать частью ее новой истории. Время превращалось в нечто вроде медленного течения, в котором каждый шаг Лайт – это шаг к доверию. Она не забывала прошлое, но училась жить с ним. Маргарет, которая когда-то думала, что молитва – это единственный шанс на спасение, начала слышать, как сама молчаливость Лайт учит ее новому языку. Язык сомнения, который не рушит, а питает. Они шли по Кедровому ряду вместе. Лайт тянула свое тело, а Маргарет – руку через ее плечо, чтобы показать, что мир не обманчив, и что иногда просьба о помощи – это и есть сила. Соседи стали замечать, как Лайт реагирует на людей. Она перестала прятаться за чужими ногами и стала чуть ближе к тем, кто протягивал руку без ожидания благодарности. Маргарет поняла, что ее собственная история, история научений, которые раньше казались трудными, теперь выглядят мягкими, как перышко. Она вспомнила, как давно она перестала молиться не потому, что не верила, а потому, что страхи и горечь занимали место в ее душе.
Лайт стала той искрой, которая позволяла ей снова верить в то, что добро может оставаться в мире, даже когда кажется, что его нет. Гравитируя на краю старого города, они жили в ритме, который не требовал больших подвигов, но требовал постоянного присутствия. Лайт стала своей маленькой хозяйкой на расстоянии руки. Она не требовала много, но давала больше того, что могла взять. Тепло, доверие, улыбку в глазах Маргарет и ощущение, что мир не обязательно должен быть суровым. Постепенно Лайт перестала быть щенком на границе жизни и стала частью жизни кедрового ряда, как индикатор перемен. Она не забывала того, что произошло в начале, но теперь это было не тяжелым грузом, а уроком. Она знала, что через свое дыхание она может помочь Маргарет дышать свободно. И, возможно, это было самое большое чудо, которое они могли сделать вместе. Лена стала не только водителем и другом, она стала тем мостом, который связывал сообщество с теми, кому нужна помощь. А жители Сидер-Роу, увидев, как незначительная на первый взгляд история может повлиять на жизнь целого квартала, стали более внимательными к тому, что происходит вокруг, к потерявшимся вещам, к звукам плача, к тому, чтобы не проходить мимо, когда видишь, что кто-то слаб. Они поняли, иногда спасение просто остановиться, посмотреть и принять. Постепенно Лайт стала домом, а Маргарет — светом, который она приносила в дом. Они провели вместе длительный период в тишине и тихой радости, которую не стоит путать с шумной радостью улицы, где все как будто требует внимания. Лайт учила Маргарет удивляться простым вещам. Прохладе раннего утра, накатках воды, запаху дождя на старой мостовой, мягкому теплу в ладони, когда они вместе лежали у огня в комнате. Периодически люди спрашивали, зачем держать собаку, которая плачет. Маргарет улыбалась и отвечала: «Плакать значит помнить, а помнить значит не забывать, помогать тем, кто идет за нами». Лайт учит меня быть честной с собой. Она напоминает, что каждую рану можно зашить, если рядом есть тот, кто держит руку. И Лайт улыбалась не в буквальном смысле, потому что собаки не улыбаются так, как люди, но ее глаза говорили больше любых слов. Она перестала бояться темноты, потому что темнота стала их домом. Перестала бояться людей, потому что люди стали ее миром. Она даже начала тихо лаять. Не звоном, а взглядом. Не возбуждением, а обещанием. Это была не просто история о спасении. Это история о том, как молчаливый плач может стать началом чьей-то новой жизни. Эпилог. На кедровом ряду снова наступило утро. Маргарет вышла на порог в том же старом пальто, но внутри уже была другая женщина, та, которая помнит боль, но не сдается ей. Лайт тянула за собой свой пакет. Не больше того, что нужно для того, чтобы заботиться о жизни, которая стала ее, и которая стала частью ее жизни. На улице люди, по-прежнему вежливые и неброские, оставляли миски с водой, внимательно проверяли сумки, улыбались тем, кто остановился у дверей, и отзывались на знакомые глаза. Это была маленькая победа. Общество, которое заметило, что спасение может прийти от простого акта сострадания. За эти месяцы на кедровый ряд пришла новая история. История о паре женщин и собаки, которая плачет не от боли, а от чистого желания быть услышанной. Лайт стала мостом между теми, кто прогуливается по утру, и теми, кто тянется к ним за теплом. Это было не драматично,
Это было по-настоящему, как если бы сердце города снова научилось дышать. И когда свет утра стал ярче, а тени на стенах уходили в прошлое, Маргарет улыбнулась и подумала, как странно устроено время. Оно может быть тяжелым, но в нем всегда есть место для света, если рядом те, кто держит руку. Лайт кивнула ей головой без слов и снова взглянула на мир глазами того, кто пережил не только холод улицы, но и человеческую доброту, которая не исчезает, когда кажется, что все потеряно. Они шли по кедровому ряду, и мир вокруг их становился теплее, не за счет громких обещаний, а за счет того, что люди начали замечать, останавливаться и принимать то, что у жизни есть смысл, если рядом есть кто-то, кто готов смотреть вместе с тобой на звезды и на дорожку, по которой можно идти дальше. Так Лайт и Маргарет нашли друг друга, и Седар Роу нашел нового хранителя своей собственной истории. Не громкую, не театральную, а теплую, тихую историю о сострадании, которая начинает с маленького плача и заканчивается большой волной доброты. И в этом была сила. Не в драме, а в реальности того утра, когда человек остановился и увидел, что внутри мусорного пакета лежит не мусор, а свет, который может согреть целый квартал.